последнее время на пике популярности находятся поясные сумочки, среди которых наиболее яркая и популярная это Gucci GG Marmont. Вдохновившись ее красотой, я хочу сегодня попробовать сшить себе аналогичную. Итак, сегодня шить буду из натуральной кожи. Смотрите, что у меня есть. Это была куртка. Очень старая, но очень качественная, классная итальянская кожа. Я не знаю, как передать. Она очень тонкая. Вы знаете, мне кажется, из такой делают перчатки. Вот смотрите, она просто тончайшая. Просто тончайшая. Вот, я решила шить из нее, поскольку это мой первый опыт работы с натуральной кожей. Если что-то я буду делать не так, пожалуйста, подсказывайте мне в комментариях. У меня, конечно, есть и новый кусочек кожи. Смотрите, вот такая шкурка. Если будет интересно, я про нее вам расскажу попозже. Но сегодня шью из этого. Итак, сейчас я вырежу мои детальки по выкройке, и мне нужно будет их продублировать. Дублировать я буду вот таким трикотажным дублерином. Очень его рекомендую, он очень классный. Смотрите, вот это лицо, а вот это вот лицо, а вот это клеевая сторона. Смотрите, очень тонкая клея, практически не видно, он очень-очень мелкий. Она чуть-чуть тянется, но приклеивается просто намертво. Я когда-то приклеила лишний кусочек, потом не могла его оторвать. Очень здоровский. Еще рекомендую вот такой. Это тоже трикотажный дублерин. Он тоже очень хорошо приклеивается. И не рекомендую вот такой. Этот держится вообще отвратительно. Чтобы сделать выкройку такой сумочки, мы нажимаем в обычном документе в Word, вставка, фигуры и выбираем вот эту, скругленный прямоугольник. Теперь за вот эту желтую штучечку маленькую тянем до упора. И получаем как раз нужную деталь. Смотрите, если вы выберете здесь овал, то вот этот край, он будет слишком острым. А вот тут наоборот будет слишком закруглено, и вот этого прямого отрезочка не будет. Далее правой кнопкой выбираете формат автофигуры по контуру и выбираете размер. Я выбираю 20 на 12, это размер сумочки Gucci. Вы, конечно, можете какой угодно здесь выбрать размер. И, естественно, можете вот более квадратную эту сумочку сделать. Или вот максимально кругленькую. Все, отправляйте на печать, и выкройка готова. Вот моя выкройка уже с припуском. Я просто вырезаю две детали. И добавляю еще небольшой запас на усадку детали во время стежки. Я уже продублировала детали и буду делать вот такую шоколадную стежку букеевой. И сейчас я покажу, как расчертить заготовку для такой стежки. Провожу горизонтальную линию по центру детали и параллельно ей линии на расстоянии 4 см. Я рисую белой ручкой, она смывается влажной тканью или просто слюнявым пальцем. Ручку заказывала специально для этих целей на Алиэкспрессе, ссылку оставлю в описании. Еще говорят, что можно рисовать перламутровыми гелевыми ручками, но я пока не проверяла. Далее, воспользовавшись такой линейкой, как у меня, или транспортиром, нарисовать к центральной линии линию под углом 60 градусов. К ней также проводим параллели на расстоянии 4 см. И потом еще раз проводим линию под углом 60 градусов, только в другую сторону. Таким образом расчерчиваем всю заготовку. Для стежки под кожу я использовала только поролон на сеточке и полиэстеровые вышивальные нитки. Для шлевок вырезаю два прямоугольничка размером примерно 6 на 8. Каждую заготовочку я сворачиваю втрое и приутюживаю, положив внутрь клеевую паутинку. А затем поверху прокладываю декоративную строчку. Размечаю место для шлевок и пришиваю их, подвернув краешки под низ. Чтобы краешки хорошо подвернулись, пришлось прибегнуть к грубой мужской силе.
Хочу сказать, что машинка справилась отлично. Все-таки там было 7 слоев кожи плюс поролон. Но ей было как-то сложно продвигать всю эту толщину, и пришлось очень хорошенько помогать руками. Поэтому строчки, не очень ровные. После стежки можно обрезать все лишнее в соответствии с выкройкой. На этой сумочке я все-таки сделаю кант. Для этого отрезала полосочки кожи 2,5 см шириной и вот такую веревочку из строительного магазина. Сейчас буду вот так вот оборачивать, скреплять и прокладывать строчку близко к канту с помощью новой своей лапки для канта. Вот такой. Посмотрите, какое невезение это. У меня эта лапка, видите, игла упирается в нее. Не получится мне сделать кант с этой лапкой. Придется просить мужа, когда он приедет, пропилить вот тут побольше отверстия, чтобы влезала туда игла. Ай-яй-яй. Придется по старинке с лапкой для притачивания молнии сделать сейчас кантик. Да, вот так вот тоже вполне нормально. Приколола кант по периметру и теперь прошиваю в ту же строчку. Еще все время говорят, что нужно работать с клеем при работе с кожей. Вот сейчас я и попробую. Клей Гутенберг, тут написано, для кожи он тоже должен подходить. Вот я попробую соединить два вот этих кусочка для канта. Сейчас проверим. Смотрите, как сразу стало аккуратнее. И да, клей помог, он действительно сразу схватывает. И вот этот стык, например, получилось сделать гораздо легче. А теперь я буду стягать боковушку. Боковушку я вырезала размером 29 на 8 и еще с небольшим запасом на усадку во время стежки. Я думала, какой бы мне дизайн подошел под основную деталь. И хочу сделать вот такие ромбики. Мне кажется, будет здорово. Тут расстояние между линиями 2 сантиметра. Здесь 4. Но здесь будут ромбы, а не треугольники. Для верхней части вырезала 4 полоски размером 29 на 4. Но надо было делать 29 на 5, потому что припуски в итоге оказались минимальными. Накладываю кожу на молнию лицом с двух сторон. Скрепляю и прошиваю. Выворачиваю, отстрачиваю и делаю то же самое с другой стороны. Еще я вставила между слоями кожи поролончик и сделала еще по 2 строчки. Теперь можно сшить верх с низом лицом к лицу. По технологии эта деталь называется круговой ботом. Соединяем ее с основной деталью. Сначала прищепками, потом пришиваем на машинке. Также соединяем со второй деталью. Уже очень красиво, но пока что нет подкладки. Для подкладки 2 основных детали, дно и кармашек. Все продублировано. Сделала вот такой кармашек на молнии. Показывать отдельно не буду про кармашек, я думаю, это все умеют. Если кому-нибудь понадобится эта информация, напишите, я сниму отдельное видео про кармашек. И теперь соединяю точно так же с дном и со второй половинкой. Такую маленькую сумочку без верха. Кстати, косяк-косяк, когда собирала сумочку, совсем забыла пришить вот эти петельки с полуколечками, чтобы сумочку можно было носить и на ремешке, а не только на поясном ремне. Пришлось мне вот тут подпороть чуть-чуть шов, вставить сюда вот эти вот ремешочки с полуколечками и зашить еще раз. Итак, у меня готова подкладка. Сейчас я ее буду пришивать. Буду делать это по мастер-классу от Велены Малой. Посмотрите на YouTube, если вам интересно. Смысл в том, что нужно пришить по вот этому полукругу от серединки до серединки подкладку к припуску шва. Вот так. С этой стороны и потом с этой стороны. А еще один косяк в том, что я
не оставила дырочку в подкладке, и теперь я не могу никак это вывернуть, даже чтобы посмотреть, как там строчка получилась. Придется подпороть в подкладке дно в прямом месте, в нескругленном. Попробую вывернуть через кусочек. Сейчас все порвется, наверное. Ну тут вроде все хорошо. Остались вот эти боковулечки. Вот я не знаю, как мне их лучше вручную зашить. Но на машинке я вряд ли подлезу, потому что, блин, это очень тяжело. Наверное, прихвачу потайными стежочками к вот этой вот строчке. Ну вот так вот получилось. Не безупречно, конечно, но другого варианта я не увидела. Теперь можно все вывернуть. Ага, кстати, вот я зашила эту дырочку. Теперь сумочка полностью готова. Осталось только ей придумать какой-нибудь ремешок. Потому что, опять же, цепочку я заказала, но она так и не приехала пока. Моя сумочка готова. Давайте посмотрим на нее поближе. Внутри. Я очень довольна результатом, мне нравится сумочка. И по поводу того, что я шила натуральную кожу на своей бытовой швейной машиночке Женом, могу сказать, что я осталась довольна. То есть она прокалывает кожу без проблем. Единственное, над чем еще нужно поработать, это над продвижением. То есть приходилось либо смазывать кожу маслом. Вот эти мои лапочки тефлоновые, мне кажется, это подделка у меня. Она вообще бестолковая, бесполезная. Роликовая, ну хоть как-то помогла. И хочу напомнить, что еще работает промокод ТТБ от магазина Текстиль.Торг, по которому вы можете получить до 20% скидки на покупку любого товара в этом магазине. Швейные вышивальные машинки, оверлоки и многое-многое другое для нас, рукодельниц. Пожалуйста, заходите и пользуйтесь, пока код работает. Ну а теперь небольшая традиционная примерка. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто вместе со мной болел за эту сумочку, кто помогал советами для того, чтобы она появилась на свет. Оставайтесь на канале, скоро будет еще больше интересного. А на сегодня все. Всем пока! Take it easy.